Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео я предлагаю рассмотреть все легенды про трех братьев, которые стали основателями Руси, Скифии и даже Вавилона. Потому что та легенда про призвание так называемых варягов с тремя братьями — это самая новая легенда, которая, кстати, находит наименьшее число подтверждений. Притом, если ее рассмотреть, кто же ее продвигал? Ее продвигали такие товарищи, как Байер, Струбе, Миллер, Шлёцер. А кто же ей противился? Ломоносов, Татищев, Кочиновский, Морошин и многие-многие другие. Почему же это происходило? Потому что они приводили письменные свидетельства о том, что древность Руси, она чуть ли не изначальная. То есть народы славяно-русские — это изначальные народы, которые и несли письменность и просвещение всем другим народам. Почему самая древнейшая легенда до времен Ломоносова — это легенда о происхождении народов Руси и славян от тех же времен после Ноева потопа, то есть примерно 5300 лет. А об этом доказательство мы и покажем в этой видеостатье. Напоминаю, что те же самые варяги, скорее всего, просто те, кто вываривали соль. Они же производили питательные вещества из водорослей, красители из водорослей, делали ту же сушеную или соленую рыбу. И, соответственно, всем этим торговали, охраняли свои торговые пути, маршруты. Поэтому варяг — это просто профессия. Тот же Агар — это царь скифов, например. Арага в санскрите — это краска, краснота, краска. То есть, когда нам говорят про варяга, вы должны понимать, что это просто одна из профессий, скажем так, прошлого. Поэтому там таких несостыковок масса, ну и масса интересной информации. Зачем нам это надо? Ну, если перефразировать Толстого, сила зла держится на невежестве народа. И оно всегда будет этому противостоять, бороться против просвещения. Пора нам это понять. Ну и самим заняться просвещением, потому что оцифровываются архивы, все становится доступно, можно почитать, а народ, не знающий свое прошлое, просто не имеет будущего. Об этом еще Ломоносов говорил. Друзья, спешу поделиться с вами отличной новостью. Несколько дней назад производитель синтезита, которым я пользуюсь уже давно для поддержания энергии, выпустил лимитированную новинку — синтезит Гастроформа. Это порционное саше для поддержки пищеварения. В составе только рабочие компоненты: инулин, глутамин, имбирь, артишок, солодка и капсула синтезит, которая усиливает восстановление слизистой и нормализует работу ЖКТ на клеточном уровне. Без сахара, без агрессивных стимуляторов, без привыкания. Разводится в воде, действует быстро и мягко. Синтезит Гастроформа помогает снизить вздутие, улучшает отток желчи, восстанавливает микрофлору и возвращает комфорт после еды. Саше удобно брать с собой. Один пакетик, один прием в день. Гастроформа — лимитированная партия, так что если хотите наконец избавиться от проблем с пищеварением, успевайте. Я себе уже заказал. Ссылку оставлю в описании. Давайте почитаем повесть временных лет. В год 6390 и 882 по католическому календарю выступил в поход Олег, взял с собой много воинов, варягов, чуть, славян, мерю, весей, кривичей, и овладел городом Смоленском, посадил в нем своего мужа. И вот так они шли, овладевали городами и пришли к горам Киевским. И увидел Олег, что княже тут Аскольд и Дир. Спрятал он воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам приступил, неся отрока Игоря. И подошел он к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря, что мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. И внимание, что он им говорит: придите к нам, к родичам своим. Да какие ж родичи, когда наши норманисты постоянно уверяют, что это совершенно неизвестные какие-то народы тут встретились. Оказывается, Олег говорит, что он родственник правящим князьям Аскольду и Диру. И добавляет, что а это сын Рюрика. Ну, понятно, что Аскольд и Дир выходят, они их убивают, потому что говорят, что вы не княжеского рода, а мы княжеского рода. Вот он, Рюрик сын, он как бы имеет право на наследование. Самое интересное, что Рюрик, я могу его показать. Вот он, этот Рюрик. То есть справа изначальный герб
славяно-арийских народов. То есть левая птица – это птица Ра, она же первозданный свет, она же Феникс. А правая птица – это птица Рог, она же Рог. То есть это Ра-Рог или Рю-Рик. Иногда его соколом еще называют. То есть это символ прямого божественного управления славяно-арийскими народом и название правящей династии. Ну, понятно, что подобными именами могли и князей называть. То есть Рарог – это название правящей династии у славяно-арийских народов. Вот и все. Слева двухглавый так называемый орел у хетов, которым примерно 4000 лет, и которые жили на территории современной Турции, хотя они пришли с территории Урала. Это прекрасно доказано учеными, мы смотрели это в предыдущих видео. Но если ученым подходят легенды, так почему не взять более древние легенды? Потому что в исторических и топографических известиях о древности России Засецкого 1777 года есть интересные моменты об основании Киева. И что же мы там читаем? Славяне же управляемы были своими князьями Кием, Щеком и Харивом. Старший Киев в 430 году построил на реке Днепр град по своему имени Киевом и назвал, где и владычествовал. При реке Дунай Килкий построил град Киевец. По кончине этих князей их наследники долгое время княжили в своих землях, и владение их продолжалось по 882 год, когда последние князья Аскольд и Дир были убиты Олегом. Ну так подождите, берите эту легенду, раз вам нравится легенда. Она подтверждена, мы имеем подтверждение, что были такие князья, построили не в 5 веке города и контролировали, заметьте, 2 основных торговых пути. То есть какие основные торговые пути на этом нашем театре рассматриваемой истории? Их на самом деле всего 3. То есть первый путь это из Дуная в Рейн и в Балтийское море. Вот это и есть самый основной путь из Варяг в Греки, между прочим. Второй путь, он более сложный, через Днепр, потому что там раньше были пороги, которые нужно было проходить, все перегружать, перетаскивать. То есть он очень неудобный. То есть из Днепра, да, можно было попасть в то же самое Балтийское море. Очень неудобный путь, тоже использовался. И третий основной торговый путь из Балтийского моря по реке Волги в Каспий. И дальше туда, в Индию. Очень основной торговый путь. Опять же, когда вы доходите до того места, где Волга приближается максимально к Дону, это тоже место надо контролировать, потому что тут нужно перегружать товары и по Дону попадать в Азовское море, а дальше в Черное. Все, вот они основные пути. И мы видим по легендам, что в 5 веке обратно, славяне контролируют и Днепровский путь, и Дунайский. И, скорее всего, Волжский тоже путь контролируют. Просто об этом историки не пишут. Так берите эту историю. Нет, нельзя, потому что там славяне указаны, во-первых, на пару веков раньше, чем им разрешает появляться официальная наука. Во-вторых, они контролируют как минимум Днепр и Дунай, то есть основные торговые пути. Но это еще не все. Легенды про 3 братьев в глубине древности их много. Вот одна из них. Согласно Великопольской хронике, в древних книгах пишут, что Панония является матерью и прародительницей всех славянских народов. От панонцев родились 3 брата. Они сыновья Пана, владыки панонцев, из которых первенец имел имя Лех, второй Рус, третий Чех. Это 3 умножились в роде, владели 3 королевствами – лехитов, русских и чехов, называемых также богемцами. Русская летопись «Повесть временных лет» начала 12 века и средневековые литовские легенды о Палемоне связывают происхождение своих народов с регионом Норик, он к западу от Панонии, где жили иллирийские венеты. Вот что пишет «Повесть временных лет». По разрушению же столба и по разделению народов приняли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама южные страны, и Афетовы же сыновья приняли запад и северные страны. От этих же 72 народов произошел народ славянский, от племени Афета, так называемые норики, которые есть славяне. Опять же, вот вам древнейшая легенда, она связывает нас со временами после Ноевого потопа и Ближним Востоком, это примерно 5300 лет тому назад. И вот они, эти регионы, Норик, Верхняя Панония, Нижняя Панония, они все граничат с чем?
с Италией, опять же, с теми же римлянами, которые, опять же, постоянно воюя, вытесняли оттуда этрусков и венетов. Потому что рядом здесь же находится и Венеция. Те же венеты, это те же славяне. Так берите эту легенду. Нет, брать ее они не хотят. Они хотят ее брать, потому что это легенда про 3 век нашей эры. То есть намного раньше появляются славяне. И чем они занимаются? Они занимаются тем, что воюют с Римом, потому что он постоянно их пытается вытеснить. Вот что пишется в легенде об образовании чешского народа в книге Прокопа Слободы. В 278 году ушел очень знатный вельможный чех с братьями своими Лехом и Русом, а равно со всеми своими приятелями и родом, из-за того, что они уже не могли переносить те великие нападки и притеснения, которые делал им Рим. А особенно начальник римских войск Аврелий, который охранял Иллирию вооруженной рукой, и настолько притеснял его род, что чех со своим подчиненным против него восстал и вывел его из числа живых. И вследствие этого, боясь могучей руки римлян, покинул Крапину, свое отечество. То есть это содержание легенды полностью согласуется с римскими хрониками, которые повествуют о восстании Марка Аврелия Кара в Норике в Ретии в 282 году, в результате которого восставшими был убит римский император Марк Аврелий Проб, и власть перешла к Кару. Кстати, слева его изображение на золотой монете. В хронике польской Матвея Стриковского 1582 года он пишет, что Рус это предок эпоним русских. Он предстает братом Леха, предка поляков и чеха, общим праотцом которых и называется Мосах, сын Иофета. Ну, справа тоже иллюстрация о том, как 3 брата путешествовали, встретили белого орла, который стал символом Польши. То есть древняя легенда, пожалуйста, вот вам славяне, 3 век, война с Римом. Нет, нельзя. Оказывается, эту легенду нельзя использовать. А чем же она хуже легенды про Рюрика? Но это еще не все. Если мы будем опускаться вглубь истории, вспомни про тех же скифов, которым наука разрешила появиться в 7 веке до нашей эры, но они исчезли в 4 веке нашей эры. Хотя мы прекрасно видели в предыдущих легендах, что в 5 веке уже на Дунае и на Днепре опять славяне строят свои города. Притом скифы, им были родственные народы савроматы, сарматы, саки, массагеты и многие другие. Почему же историки их потеряли? А мы сейчас ответим на этот вопрос, потому что тоже там есть 2 легенды про 3 братьев, которые, о чудо, стали основателями Скифии. Их записал отец истории Геродот, но они никому не интересны. Историки почему-то их не хотят изучать и внедрять в историю, потому что по первой легенде скифы произошли от Зевса и до реки Борисфена. Ну, вообще-то у нас каждая река, Дана это богиня воды, а Борисфен как раз это просто название Днепра современного. Так вот, этой легенде примерно 3500 лет. По второй легенде они происходят от Геракла и девы Ехидны, которая жила в Гилее. Опять же, это низовье Днепра. Геракла это 3200 лет тому назад. То есть 2 легенды. И там по 3 брата в каждой легенде. Вот что мы читаем в первой. Первым жителем той еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена. Ну, современный Днепр. И было у этого Таргитая, о чудо, 3 сыновей. Липаксай, Арпаксай и самый младший Калаксай. В их царствовании на скифскую землю с неба упали золотые предметы. Плуг, ярмо, секира и чаша. То есть мы здесь видим, что, во-первых, скифы ведут земледелие, что им наука запрещает. И фактически они являются оседлым народом. А все вот эти предметы это вообще созвездия. То есть перед нами прямая связь как бы звездных истин и земных. Но что же там происходило? Что когда эти 3 предмета упали, стали выбирать старшинство. И что говорят? От Липаксая, как говорят, произошло скифское племя, называемое Авхатами. От среднего брата племя Катиаров и Траспиев. А от младшего из братьев царя племя Паралатов. Все племена вместе называются скалотами, то есть царскими. Или же их зовут скифами. И от чуда они тоже существуют в этих пределах и контролируют Днепр. И контролируют Дунай, как основные торговые пути. Ну и все прибрежное, как бы Черное и Азовское море они тоже контролируют.
Но наука не обращает на это внимания, что это вообще-то одни и те же народы, никуда скифы не делись. Вторая легенда рассказывает про того же Геракла, который стал прародителем многих народов, в том числе и скифов, в том числе от него произошли цари Аргоса и македонские цари. Это тоже очень важно. Ну, Геракл как бы путешествовал, попал в какую-то неведомую ему страну, по легенде, прибыл в землю по имени Гилея, то есть это лесной массив в Скифии, в низовьях Борисфена. Сейчас это Олешковские пески. И там есть священная роща. Но я дико извиняюсь, священные рощи это как раз те места, где славяне славили своих богов. Там находится у него святилище матери богов. И там как бы в пещере живет полудева, полузмея. Богиня со змеями, родоначальница скифов, известная по многим античным изображениям. Вот справа золотой конский налобник с изображением богини Апи. То есть 4 век до нашей эры, курган. Она прародительница скифов. Вы это запомнили? А это вам очень понадобится сейчас. Потому что перед вами слева змеевики, змеевы луны. То есть нам говорят, что скифы пропали куда-то в 4 веке нашей эры. Перед вами слева змеевик новгородский 13 века. И здесь на обратной стороне написано Дина, она же Ехидна, она же Диана, она же Дана, она же это Змеедева, прародительница скифов. То есть река Дон это как раз от славянской богини Дана, она богиня воды. Но перед нами 13 век. Так скифы у них давно пропали. Оказывается, они обереги эти прекрасно носили вплоть до наших времен. И только в 17 веке церковь начала запрещать подобные обереги. То, что эти обереги были распространены массово, говорят находки. То есть слева черниговская гривна 11 века. Получается, что как бы она была в 11 веке, в 12, 13. Понятно, что они все это там записывают на Византию, но перед нами как раз кто? Змеедева, прародительница скифов. А если по синенькой стрелочке посмотреть, то перед нами Лада и дачбог Тарх Перунович, или внутреннее солнце Земли. Так бы сказали славяне. В современном мире такие обереги как называются? Ладанки. Опять же в честь богини Лады, которая есть матерью нашего внутреннего солнца, ну и в принципе всей Земли. То есть где мы это находим? Везде. При этом эти обереги есть из обычных металлов, есть и золотые. Это говорит о том, что они как бы принадлежали в том числе и знати, а не только простым людям. Их огромная масса находится на Руси. Притом напоминаю, что так называемая Ехидна, она фактически мать всей мифологии ближневосточной. То есть это и Египет, и Ассирия, и Вавилон, и Греция, и те же самые этруски. Все завязано на ней. Она мать двухголового пса Орфа, трехголового Цербера, лирнейской гидры, немейского льва, химеры, сфинкса, колхидского дракона и орла Зевса. Она фактически прародительница всех славяно-арийских народов, а по факту это просто как бы вода. Вода и земля. То есть, а Зевс это символ духа. То есть женщина дает как бы материальное тело, а мужчина приводит в него дух. Вот о чем эти образные все теории, и хвосты у нее есть, потому что это циклы. Циклы Луны, женские циклы, поэтому она изображена в виде змей. Так как у вас сегодня образование уничтожено, вы как бы понять не можете и стараетесь это понять в лоб, что это была женщина с какими-то хвостами. Нет, конечно, не было никаких этих хвостов, у нее не было. Это просто циклы. Так вот, по второй этой легенде, опять же от любовной связи этой девы и Геракла, опять рождаются 3 сына. Одного назвали Гаферсом, второго Гелоном, а младшего Скифом. То есть они там выполнили условия Геракла, то есть самый сильный остается, а те, кто менее сильные, как бы уходят. То есть младшему же Скифу удалось выполнить задачу, он остался в стране. От этого Скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. А в память о той золотой чаше и до сегодняшнего дня скифы носят эти чаши на поясе. Ну, все может быть, потому что перед нами как раз чаша с рельефным изображением, там изображены сцены как раз про этих 3 братьев. И таких подробностей множество. Но существуют книги, которые вообще все опровергают и настолько удлиняют историю, что понятно, что их не просто так забыли.
Это подробная летопись от начала России до Полтавской баталии, выпущенная в 1798 году. Что же мы там читаем? В лето от сотворения мира 3085, прежде Рождества Христова за 2415 лет, славяный Рус с родами своими отлучились от Экскидапонта, то есть это Черное море, и взяли как бы роды свои, братьев своих, и начали уходить, расселяться, потому что их на самом деле просто много находилось возле Черного моря. Надо было расселяться. И дошли они до Великого озера, которое они нарекли по имени своей сестры, Ильмень. То есть они пришли и основали древний Новгород. Опять же, перед нами два брата и сестра. Опять же, трое как бы участников легенды. Хотя на самом деле там изначально братьев было больше. Просто часть осталась, часть уходит. То есть Великий Новгород. До 1999 года официальное название Новгород. Опять же, туда же Рюрика призывали не просто так. Официальной датой основания считается 859 год. Просто нашли упоминания в летописи. Зачем же, как говорится, обманывать народ, приводя древние, как бы самые ранние упоминания. Может, лучше заглянуть в древность. А в древности этот город был создан намного ранее. Вот что они пишут. От создания мира до потопа лето 2242. А от потопа до разделения языков 530. А от разделения языка до начала Великого Славенска, который сейчас Великий Новгород, 327 лет. А от всех лет от сотворения света до начала Славянска Великого 3099 лет. То есть в лето от сотворения мира 3113, от потопа 871, прежде Рождества Христова за 2387 лет, великий князь Рус по воле старшего брата своего Славенска, по созданию Великого Града Славенска, с подручными своими, он отошел от Славенска на 50 стадий к морю студеному и создал там град, нарекли его этот град Руса. То есть здесь легенда про основание Великого Новгорода и града Русы, ну, примерно за 2400 лет до Рождества Христова. И опять же, три персонажа здесь задействованы. Два брата и сестра. Опять же, что мы читаем? Афет уже по благословению отца своего Ноя, ему были предоставлены западные и северные страны и полуночные. К определенному времени правнуки Афетова, князья Скиф и Скандинав, отлучились от братьев своих и от рода своего, от западных стран, и коснулись полуденных, и начали расселяться, в том числе и по Черному морю. И жили они там много лет, и многие там породились, умножились, и прозвали своих как бы правнуков Скифом, соответственно, народы получили название Скифы, а другие народы получили название Скандинавы. Ну, отсюда и Скандинавия. То есть это единые, как бы, братские народы, которые от времен Ноева потопа, который произошел примерно 5300 лет тому назад, это как бы братья. Да, они разделились в определенное время, но все равно они имеют один корень. Опять же, если посмотреть официальную хронологию, когда же происходил этот Ноев потоп, который считается всемирным, оказывается, всего 5300 лет тому назад. То есть каждый из вас это может проверить в интернете. Но кто же такой Ной? Я много раз его показывал, что вы как раз на иконах его и видите. Вот обратите внимание на синенькую стрелочку. Вы сейчас как можете это прочитать? При том, что на Ближнем Востоке оставили читать справа налево, вам слева направо. А по факту читается слева направо, понимается, справа налево. То есть, если прочитать справа налево, получится Ной. А если слева направо, Ион. Отсюда же греки, там, ионийцы и многие другие народы. Но если читать по-древнерусскому, то здесь написано «Отец, он наш». Вот и весь секрет. При том, что те же самые хетты, хаты, они Бога Солнца называли Эстан, то есть это Солнце. Или по-другому еще Истанус, то есть Иисус. А Хорс это ход Солнца, откуда у славян Бог Хорс. И он бывает и летний, и зимний, как бы и осенний, и весенний. И получается такой крест, как бы хождение Солнца из Земли. Опять же, у славян полное наименование нашей Земли это Дачбог Тарх Перунович. И сестра у него Тара, полярная звезда, с которой он взаимодействует. И опять же, этот Тарх отвечает
за погоду, за урожай и даже за царскую династию. Опять же, если мы возьмем древние легенды, то оказывается, что Иопет, он же Япет, он есть в древнегреческой мифологии, он один из титанов. Он же является прародителем человеческого рода. Иофет – это расширение по-древнебиблейски. Библейский персонаж, опять же, один из 3 сыновей библейского персонажа Ноя. Ну тоже, Ной 3 сына. Вот берите легенды, почему вам они не нравятся. Они спаслись во времена всемирного потопа, а следовательно, один из родоначальников человечества. В средневековой и ранней современной европейской традиции он считается прародителем европейских народов, то есть белых народов. Опять все становится на свои места. Один из его сыновей, он же Аван, Иван, Яван, Юнан, он же Ион. Ну, этот Ной тоже в обратном прочтении. Эти ионийцы, они же греки. То есть, от Ивана произошли ионийцы, они же греки. Ну, соответственно, вот вам то, что я рассказывал в предыдущих видео, что древние греки, древние итальянцы, древние ханаанцы, хеты, вавилоняне, это те же славяно-арийские народы, которые несли туда письменность и просвещение. Но сегодня это забыто и запрещено. Но мы уже в предыдущих видео читали эту книгу, которую создал немец в 1744 году, где он доказал, что скифы это первый народ после нового потопа, и они же предки россиян. Ну, перейдите, посмотрите. Мы же продолжим, потому что есть киевский синопсис. Он рассказывает, в принципе, то же самое. То есть он создан в 17 веке, был прекрасно известен, но потом фактически запрещен. А почему же его запретили? Потому что написано, что прародителем человеческого рода был патриарх Ной, которого мы и видели. У него было, опять же, 3 сына. То есть Симу дали сан священника, Хаму иго работы, и Иофету достояние царственное. То есть воинственность, расширение. Потому что Афет это просто расширение. Или народ, получивший максимальное расширение. То есть землю разделили на 3 части между этими сыновьями. Первая часть называлась Азия, вторая Африка, третья Европа. Симу страны к востоку, то есть Азия. Это, оказывается, персы и, внимание, ассиряне. Хаму же жребий на полуденный выпал, то есть Африка. И в том числе тот же самый Египет. Афету уже достались страны на запад и полуночь лежащие. Дети Афета, он есть прародитель всех европейских народов, в Европе обитавших. Вот вам почему этот синопсис запретили. Опять же, 3 брата, Ной, но это событие, которым 5300 лет. Почему я обратил внимание на ассирийцев? Читаем о появлении Сарматова Диодора Сицилийского, 1 век до нашей эры. Скифскими царями в результате преднеазиатских походов были переселены многие племена, а самых важных выселений было 2. Одно, внимание, из Ассирии в землю между Пафлагонием и Понтом. То есть ассирийцы это скифы, они переселяются как раз на территорию современной Турции. А второе из Мидии. Опять же, они основываются в руке Танаис, современный Дон, и называются савроматами. То есть, известно ли это науке? Да, все прекрасно известно, но они это не используют. Те же ханаанцы 150 лет назад и более доказал ученый-лингвист Авраам Яковлевич Гаркави. Он доказал, что Ханаан, ханаанская земля, ханаанский язык это славяне, их языки и письменность. Вот опять почему пришлось этих ханаанцев потерять. А это весь Ближний Восток. То же самое, если обратиться к Египту, где жили эти ханаанцы, то мы увидим все символы, которые используем и сегодня. Слева это Гор, он же Горыныч, он же поражает рептилию, крокодила. Ну а справа это двухголовое существо, а по факту это Сет и сокол, а Сет он охранник Ра. То есть если взять Ра и сокола напрямую, то получается Рарок или Рарог. И все эти символы прекрасно существуют в Египте. И опять же там же змеи, борьба со змеями, поражение рептилий, змей. То есть все эти символы двухголовых орлов и Георгия Победоносца, которые поражают змея, все они оттуда, из изначальной мифологии. Ну и ханаанцев надо было терять, потому что в древних источниках прекрасно знали, что первые жители Америки те же хананеи, они же ханаанцы.
Попали они туда, двигаясь как раз по Африке, и из-за того, что их тоже там вытесняли войной, они в итоге попали и в Америку. Скифы же в Америку попадали не только по этому пути, по которому прошел в итоге и товарищ Колумб, как последний открыватель Америки, но они же заходили в Америку из севера. То есть эти легендарные западные скифы, про которых забыли, мы это с вами читали в первых основаниях универсальной истории. Опять же, все ссылки есть в описании под видео, в конечных заставках. Переходите, на канале много информации по этому направлению. Этот же синопсис пишет, что славяно-российский христианский народ имеет свое начало от Афета, но его сына. То есть, как образовалось имя славянское? Что славяне или славными, они были значимы своими поступками. А славяне один из 72 народов, произошедших после столпотворения и размножившихся по земле. Да, они потомки Афета. Афет, как мы выяснили, это расширение. А славные они по делам. Соответственно, также князья называли своих сыновей. Откуда эти русы, славяне, славянские, ну и так далее. О народе русском. И откуда он взял? Русские или иначе российские народы ныне суть славяне, единого боестества, отца своего Афета, ну и того же языка. А славяне от славных дел произошли. Но россияне, а потом россы прозвались, ныне есть от времен сказочных россов до города Русы, который назывался Новгород Великий изначально. Роса имя от древних времен себе стяжали, ибо на широкой части света, во многих различных странах, главенствовали над морями Черным, Понтийским, Евскидским, Танаисом, который Дон, Волгой, Дунаем, Днепром. То есть они фактически контролировали основные торговые пути, что я и до этого говорил и показывал много раз. Росов прилично изъявляет, нарицают князь Рос, Мосах и прочие. И росы, они же россияне, прозвались, опять же от славян имя свое несут, так как они единый народ, славяно-росский. Ну а потом славяне потеряли, остались росский народ. А кто же такие сарматы? Савроматы или сарамации. Есть страна такая, в той же части Европы. Они тоже афетовы внуки, они тоже единая часть скифская, они же иногда и татарами называются, они же часть Москвы, Руси, поляки, Литвы, Прусы и прочие обитатели. Ну а савроматами они прозваны от греческого народа, который имеет ехидные глаза. Ну ехидна мы видели прародительница скифов, вот весь секрет Но это читаем не только в наших хрониках, но и в той же хронике Берлинской академии наук Симон Пелутье выпустил историю кельтов, а особенно о галлах и германцах, начиная с легендарных времен и до взятия галлами Рима. То есть 18 век, и что он пишет? Кельты были прежде известны под общим названием скифы, которые греки давали всем народам, жившим по Дунаю. За этой рекой и далее на север. Страбон сообщает, что авторы ранней античности разделяли скифов, обитавших над Евскином, Дунаем и Андриатикой, на гиперборейцев, савроматов, аримаспов. Те, кто за Каспийским морем, на саков и массагетов. Таким образом, первые обосновались в Европе, а вторые обосновались в Азии. Савроматы или сарматы сегодня известны под тем же именем, которым служит для общего обозначения всех народов, говорящих на славянском языке. Московиты, поляки, чехи, венеды, некоторые другие. То есть гиперборейцы это кельты, обосновавшиеся вокруг Альп и Дуная. То есть, все равно это одни и те же народы, просто тех же народы, которые жили за Каспийским морем, то есть саков и массагетов, мы их знаем еще как гунны и монголы. Историки опять же тоже забыли, чтоб не путались под ногами. О Мосахе, прародителе славяно-российском, и о племени его. Мосах есть шестой сын Иофета, внук Ноев. Опять же, он вытягивающий переводится, а соответственно отсюда скорее всего и Юрий Долгорукий, то есть тот, кто расширился, максимальная власть имеет. Мосах
в лето 131 после потоп он вышел из Вавилона с племенем своим и отправился в Азию и в Европу. И жили его народы на берегах Черного моря, ну, скорее всего, Азовского, владели как бы Доном, Волгой, многими другими реками, как бы озерами, в том числе же и Азовским морем, которое Меотидой тогда звалось. Ну и контролировали это торговые пути, так как их отец Афет толкуется как расширение или расширитель. То же самое можно сказать и о Мосахе, он растягивающий, вытягивающий. Ну и то же самое можно сказать как бы про отца славяно-российского, про наследство его. То есть Москва это тоже как бы его великий народ. И вся Русь, и вся Россия вышли из этих племен. То есть знали они об этом прекрасно, еще в 17 веке прекрасно знали. Но в 19-м они продолжали помнить, несмотря на обрезание истории. Давайте вспомним стихотворение Федора Тютчева «Русская география». Москва и град Петров, и Константиновград. Вот царство русского заветные столицы. Но где пределы, ну где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. Грядущим временем судьбы их обличат. 7 внутренних морей и 7 великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая. От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек, как то приведет дух, и Даниил предрек. То есть 19 век, середина, не рассказывает совершенно другую географию. И они правы, история это подтверждает. Как и исследователи, тот же Тадеуш Валанский. Разве в Италии, Индии и Персии, даже в Египте нет славянских памятников? Разве древние книги Зороастра, развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парсаграда, покрытые клинописью, не содержат надписей, понятных славянах? Англичане, французы и немцы смотрят это и не могут понять. Мы, славяне, сможем довести эти исследования до конца только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам. Вот и весь секрет. То есть, а нужно нам это, потому что страна, забывшая свою культуру, историю и традиции, национальных героев, обречена на вымирание. Ну, в принципе, то, что вы видите и сегодня. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.